Каждый поход делает тебя чуточку счастливее. Если мы запрограммированы на позитив, то в памяти остаются счастливые моменты, моменты удачи, яркие победы и маленькие радости. Фейлы и трудности воспринимаются как обязательные препятствия, которые нужно преодолеть на пути к цели. Без них не будет должной остроты ощущений. Отправляясь в поход, ты создаешь папочку в своей душе, в своей памяти, куда весь этот позитив сохраняется. И что же в этой папочке будет главным? Конечно же, твои спутники, которые тебя окружают. Поэтому в этой истории вы увидите много людей, с коими мне посчастливилось начать свой путь к красавице Корженеве. В час 12 с грехом пополам мы выезжаем. Наконец-то. Водитель, вас как зовут? По-русски вообще не знаю. Понял. По-английски, наверное, тоже. Ну ладно, с Богом. Привет, братцы. Вы думаете, зря я вам в прошлой серии рассказывал, что попасть на Москвина сложнее, чем взойти на семитысячник? Нет, конечно, не напрасно. И как доказательство этому, приключения начались еще до посадки в автобус. И продолжились на этой пыльной дороге, начинающейся сразу на выезде из Душанбе. Вы спросите, что так сложно обеспечить логистику, заказать автобусы или машины? Сложно, если никто не знает, кто все-таки тут главный, кто за что отвечает, если даже никто не составил списки, а всех считали тупо по головам перед посадкой. И чудом никого не забыли. Не забыли только потому, что все были замотивированы попасть на вертолет. Камера? В итоге те, кто не спешил, и наша группа в их числе, ехали на легковушках, что, согласитесь, гораздо комфортнее, чем на городском автобусе с жесткими сиденьями, насквозь дырявом, наполненном дорожной пылью, как русская баня, паром. Сейчас я дам слово ребятам, которым посчастливилось испытать всю прелесть азиатской дороги на одном из таких автобусов. У нас самым приключением было это автобус. Вертолет это вообще... мне уже после автобуса было не страшно. Это, короче, трэш. Ну-ка это поподробнее. Вообще просто капец какой. Мы ехали, он 3 раза въехал в какую-то яму. Я реально думала, что мы совершили какую-то аварию в последний раз, потому что был такой вот удар, хлопок. Я расскажу просто, как эта яма была. Просто какая-то глубокая ямка, он передними колесами цепляет и ударяется передним бампером с весом. Удар в кузов жесточайший. Прям Оля один раз головой ударил. Это вы на большом автобусе, на жестких сиденьях, да? И в нем он дырявый весь, у него вся пыль, которая... Мы просто вот под таким слоем пыли сидели. Я дышал через баф, глаза все песком слезились. Глаза просто закрывала. Самый трэш, что мы проехали дополнительно 30 километров дальше Джигиталя, а потом развернулись. То есть он останавливается и всех спрашивает, куда ехать. Ужас. Ну, парень там есть, один иранец, который говорит по-русски. Он просто там, как давай смс-ки злостные записывать, я не знаю, Оксана, это вообще что такое? Он не знает, куда ехать. Как такое может быть? Вы издеваетесь? Я последний раз в Таджикистане. У меня, говорит, уже задница квадратная. Справедливости ради, стоит сказать, что асфальтовое покрытие местами все же попадается. Долго ли, коротко ли, но мы пережили все это, познакомились с бескрайними азиатскими просторами
и через 8 часов после старта въехали в славный город Джиргиталь. Городок маленький и довольно опрятный, в отличие от тех, что мы проезжали. Въезд на аэродром свободный, не снижая скорости. Местные детишки, как гуси, разбегаются в стороны. Спасибо. Очки вернешь? То ли карта так легла, то ли Руслан подсуетился, но мы попали сразу с корабля на бал. Из машины в вертолет. Не ждали ни минуты. Пилоты на нашем рейсе вежливые и учтивые. Сразу понятно, президентский борт. Взяли на борт всего 9 человек пассажиров плюс вещи. Соблюдают меры предосторожности. Частные и военные вертолеты, которыми доставляли альпинистов в прошлые года, по всей видимости, кончились. Часть развалилась на стоянке, часть разбилась в горах. Остались резервные борта, президентские. Летим низко-низко, прям вплотную к горам. И если бы тут были альпинисты или дикие козлы, мы бы разглядели, как они машут нам ручкой. Лететь из Джиргиталя до Поляны не более 25 минут. Кто-то, любуясь красотами, снимает в иллюминаторы. Кто-то успевает отправить в Facebook фоточки, пока еще есть интернет. Шумно, немного трясет, но на душе спокойно и безмятежно. Наконец-то! Мы стали на один челлендж ближе к нашей первой цели – пику Евгении Корженевской. И вот, наконец, показался ледник Москвина, пик 4. Волнительный момент. Смотрим. Мы опять первые в этом сезоне залетаем на поляну. Знакомый и как будто родной лагерь вижу я в иллюминаторе. Снижаемся, медленно разворачиваемся. Вот почему был недогруз, чтобы не затруднять маневры в разреженном на высоте воздухе. Мы оперативно разгрузили свою и общественную поклажу на взлетку. Вертолет улетел, но обещал вернуться со следующей партией альпинистов и груза. Тишина. Солнечно, тепло. В воздухе разлито необычайное спокойствие и гостеприимство. Здравствуй, Корженева. С возвращением. Поработать лишним живот портером. Но до сюда довезем, а там разгрузим.
Итак, братцы, залетели мы первым рейсом. Не зря я вчера выпил 50 грамм коньяка. Видимо, эта мулька работает. Погода тут отличная. Не в сравнении с прошлым годом. Тепло, можно сказать, Занзибар. Стена коммунизма. Вся черная. Прошлый год была белая. Сейчас летели. Саша Семенов говорит, снега на Корженеве нет. Все трещины видно. Так что условия совсем не те, как в прошлый год. Будем молиться и надеяться, что у нас все получится. Нас было немного, но жизнь в лагере набирала градус и постепенно закипала. Через час прилетел второй рейс вертолета. Еще через час третий. Всех с прибытием! Спасибо. Смотрите-ка, что. Как, удачно? Прилетевшие знакомились, общались, ставили палатки, помогали персоналу. Давайте я вам коротенечко расскажу о лагере на Москвина. Вернее, как все было организовано в сезоне 2022. Те, кто оплатил полный пакет, это 2900 зеленых, размещались в отапливаемых комнатах вместимостью до 20 человек на двухъярусных кроватях. Пакет под названием «Оптимальный» отличался от полного пакета размещением в палатках, которые для участников заботливо установили гиды. Оптимальный пакет был дешевле всего на $200, и фактически выбор между полным и оптимальным пакетом стал выбором между тем, где ты хочешь спать – в теплой, но в душной казарме или в холодной, но просторной палатке. И еще была опция «Малый пакет» стоимостью 1800, которая предполагала размещение в своих палатках и свое питание. Новый лагерь был построен в 2020 году небольшой бригадой строителей всего за один сезон. Вертолетами были завезены все строительные материалы и оборудование: котлы, солнечные панели, аккумуляторы и инверторы, сантехника, колоссальный объем грузов. Из старого лагеря не использовали ни одной щепки, ни одного гвоздика. Топливо для котла, уголь и дрова для сауны тоже приходится завозить вертолетом. Мы прикинули, что себестоимость заброски 1 килограмма груза на такую высоту примерно $3. Все остальное вы можете посчитать сами. Так что строительство обошлось в копеечку. Теперь нужно отбивать вложения. Поэтому Tajik Pix прислал оператора, чтобы снять правдивый фильм с восторженными отзывами, пока еще народ не успел хапнуть негатива. Руслан, конечно, решил помечтать. С такой инфраструктурой можно приезжать сюда с семьями отдыхать. И домечтался до того, что и детей своих малолетних решил сюда забросить на вертолете. В комфорте, в уюте, отдыхают, дышат горным воздухом, смотрят, как папа идет на горы, а потом подрастут, сами будут ходить. У остальных были более скромные мечты и цели. Побольше мяса, товарищи организаторы. Я боюсь о целях говорить. По итогу в лагере 2 капитальных здания из сэндвич-панелей. Основное, в котором размещаются 4 комнаты по 20 кроватей, кухня, столовая, 2 душевые, мужская и женская, кабинет доктора и котельная. Во вспомогательном здании сауна, постирочная, склад топлива и продуктов. Чуть поодаль 3 туалета типа сортир и вся поляна для бесконечного количества палаток «Ставь, не хочу».
На поляне было кайфово. Полноценный день отдыха и ничего не делания. Мы же помнили основную заповедь при быстром наборе высоты. Не делать резких движений, не напрягаться и постепенно привыкать к высокогорью. Для успешной акклиматизации необходимо вздремнуть. Чуть-чуть вырубает. Причем в первые часы организм еще насыщен остаточным запасом кислорода, и горняшка обычно приходит в гости ночью или даже на следующий день. И чё, втыкает? Пока нет. Ну так хорошо сыпануло. Видишь, на Кубертена прямо поднялось. Коммунизм нас встретил с любовью и показал небольшую лавину для наших сторис. Ах да, забыл самое главное. Чтобы сторизы, шорты, тиктоки и прочая роскошь общения стала доступна, первым рейсом мы привезли оборудование для спутникового интернета. Наш Ирик сразу же вызвался помогать в его установке и настройке. Сейчас мы его подвинем как надо и зафиксируем. Да. Кстати, Ирик, давайте я уже начну вас знакомить с командой, а то уже вторая серия, а вы еще никого не знаете. Ирик очень компанейский и общительный чувак, быстро находит общий язык и по-отечески относится ко всем местным. Так, ну все, Дауд, готово. Приступай. Ирик марафонец, но из высотного опыта у него только Эльбрус. Подняться на семитысячник пробует впервые. Ирик никогда не откажется донести палатку или пару-другую килограмм общественного груза. Да? Так вот, наш Ирик с самого утра на общественных началах курировал установку тарелки. В итоге, после нескольких неудачных итераций, мы все-таки выкопали яму. Че, решили сюда переносить? Почему? Нашли цемент, песок, замесили бетон и надежно установили тарелку. В результате к вечеру я уже смонтировал и отправил свой первый шортс на YouTube канал и первые фоточки в экстремистский инстаграмчик. Тут, кстати, даже VPN включать не пришлось. Вокруг же горы свободного Таджикистана. Сейчас все будет, Дима, слышал? Понял. Как у вас получится, Дмитрий? Нет, меня не надо получится. Нет, ты скажи, как все получится. Ты что, хочешь забить? Нет, забить на тебя? Классно. Мне здесь очень хорошо. Прям вот душевно. Какая-то энергетика, просто вот как дома. Очень спокойно. Большие красивые горы, но не пугающие. Серега стоматолог из Арзамаса 16, 48 лет, наверное, еще Сахарова застал. Теперь не страшно, если у кого-то из нас заболит зуб на восхождении. Сергей поможет, хотя бы советом. Второй день, 2 часа с 10-килограммовым рюкзаком по косогорам. Третий день красное вино. У Сереги первый разряд по альпинизму, но из высотного опыта только Ленина. Серега серьезно подошел к акклиматизации. Сбегал с Русланом на раздельную 6100. Переночевал там и только после этого приехал в Душанбе. Михаил – самый брутальный участник нашей команды. Ему 48. Он из Нягани, нефтегазовой столицы солнечного Ханты-Мансийска. Миша из горных туристов, а значит, выносливости ему не занимать. Поэтому он, наверное, и выбрал первым семитысячником Хантенгри с севера, и у него все получилось.
Миша тоже серьезно подходит к акклиматизации, но с другой стороны. Тренирует организм устойчивости к гипоксии. Пока не на связи. Папарацци. Никакой личной жизни. Надя у нас человек антигаджет. А почему, кстати, расскажи. Девочка антигаджет называлась. Почему? У нас традиция такая есть. Ты в экспедицию уехал, значит ты уехал. Ну ладно, давай пиши. У тебя классно получается, я читал. Надежда. Самая опытная среди нас, чайников. За плечами первый разряд по альпинизму и бесконечное множество больших и малых вершин, в том числе Ленина и Хан-Севера. Они с Русланом уже пытались сходить на Корженеву в 2012 году, но из-за кипиша в Хароге обломались, даже не долетев до Москвина. Надежда не покупает Wi-Fi за $5, а при любой открывшейся возможности аккуратно рисует буковки в свой микроскопический блокнот. И если вы думаете, что я что-то соврал или приукрасил, читайте ее правдивый отчет про пик Корженевской. Женечка целует в губы. Ссылка будет в описании к этому видео. Будем заново выучивать, кто есть кто. Ну, тебя уже все запомнили, в том числе зрители нашего канала. Это еще не вся масочка, у меня другие есть. Я же девочка, у меня наряды разные. День клонился к закату. Солнышко по правому ребру Кубертена катилось вниз в ущелье, а я поднялся метров на 50, чтобы набрать чистой ледниковой воды в лужице, служившей водозабором для нашего лагеря. Вечером нас кормили вкусным ужином. Можно было с уверенностью сказать, что жизнь удалась. Это вам не в этом, не в Софет-Даре. Да? Достойно кормят. Утро в новый лагерь приходит позже. Он расположен в тени от пика Воробьева, и сначала солнце освещает старый лагерь, наполняя его теплом и светом. И только потом... Доброе утро, палата номер 6. Утренний обход? Да. Вообще вот мерить надо всегда с утра, пока вы еще находитесь в состоянии, вот просыпаетесь. О, Леха молодец, 84. Отлично для первого дня. Ну, пульс есть уже хорошо, да, Надя? Пульс есть. Во, 78. Да, придется тебе чай попить сегодня. Зеленый побольше. С коньяком. Итоги первого дня акклиматизации были оценены на 4 балла из 5. И чтобы закрепить успех, второй день мы решили акклиматизироваться на тропе в коммунизм, как ее называл дядя Женя Лоренц. То есть она вот тут шла, и вот здесь где-то выходила на ледник. И дальше все прямая дорога шла по леднику. Это было, наверное, когда я даже не родился. В 90-е годы. Ну. Она вот при мне, она шла по вот этой гряде, спускалась, вот выходила на этот склон, где вот мы сейчас шли, только чуть ниже. И спускалась плавно, вот как мы заходили вниз. А сейчас, вот я смотрю, что там оборвалась она полностью. Вообще в теории, после правильно проведенной акклиматизации, сатурация на высоте 4000 должна быть около 94%. На 5500 82-84%. На 7000 72-75%. После того, как в ковид все напокупали себе приборчиков для измерения уровня кислорода в крови, мы смогли сопоставить уровень сатурации и самочувствия альпиниста. И скажу вам, что сплошь и рядом встречаются исключения. Готов к бою? Да, 94-73. Тропу мы пару раз потеряли и в коммунизм не попали.
Мы даже не дошли до вертолетной площадки на 4600, но прогулялись хорошо и без напряга. Устроили привал на обратном пути, и Надя рассказала нам про пик Васильева. И там они присмотрели вершину, шеститысячник. Географически это Крыленко Западная, собственного названия у нее не было. И в 1967 году группа в составе 4 человек совершила восхождение, подали маршрут как 4А и дали этой вершине название Пик Васильева. Вообще не двигайся, ни одной мышцы не шевели. Вот снимай, как он слушает это. Павел из Нового Уренгоя, самый молодой член нашей команды. Ему без малого 36 лет, но высотный опыт уже имеет, за плечами Хан-Тенгри с севера. Приехал, чтобы бесполезно и неприятно провести время в компании единомышленников. Итак, стоимость услуг портеров. Начинается. 4200, 5300. 10 долларов килограмм. 5300, 5800. 14 долларов килограмм. 5800, 6300. 20 долларов килограмм. До 7000, 25 долларов килограмм. Ну да. К таким тратам мы были еще явно не готовы, поэтому все весело посмеялись. Но я, памятуя, как в прошлом году на спуске с Корженевы убил свои колени, подумал, что если бы при движении вниз можно договориться за полцены, то неплохо бы часть своего груза отдать портеру. К сожалению, как потом выяснилось, прайс вниз оказался точно таким же. Грабеж и несправедливость. В лагерь вернулись к обеду. Отдыхали, знакомились, строили планы. Значит, смотрите, мы, получается, завтракаем и выходим. У нас завтрак 8. Вот у нас после завтрака мы выходим. Идти примерно часа 4-5 до лагеря. До 5:100 или до 5:00? На 5:100. Лагерь будет на 5:100. Ну как на Хан-Тенгри. Один в один. 5:100, 5:800, ночевка и вниз валим. Вот задача взять по минимуму. В принципе, на 5:800 утром просыпаемся, вот только рассвет забрежил в 4 утра и валим. Руслан решил сбегать до первого лагеря, чтобы разведать тропу и по пути слегка подзаработать. И я сейчас после обеда беру иранский груз и кидаю в первый лагерь Корженевской. Поэтому я спущусь только к ужину. Руслан Михаил. Но к ужину он, само собой, не успел. Вернулся затемно. Стремно, но все благополучно. Ну чё, как настроение перед выходом? Нормально. Настроение было тревожное. Сколько грамм берешь? Слушай, я не знаю, но 3 дринка. Присядем на дорожку. Давай. Сядем, Ну давай. касочку оденем. Ну ладно. С Богом. Пришлось вернуться за палками. Вернулся, посмотри в зеркало. Выходим. Будете хейтить меня за суеверие, но я вам отвечу, в лисьих норах нет атеистов. К горам нужно относиться с уважением, с пиететом. Саша, пожелайте нам удачи. Спасибо. Корженева. Вторая попытка. Забыли тарелку. У нас общественная снаряга с личной перемешана у меня в желтых баулах. Там осталась тарелка. Посмотрись в зеркало. Обязательно.
Как и следовало ожидать, Руслану тоже приспичило вернуться. Теперь уж точно не повезет. Ты мне самое главное скажи, ты в зеркало посмотрелся? Обязательно. Улыбнулся. Ну все, тогда можно идти. А то знаешь... И суеверные. А чё, Шамс-Кахоров в пятницу 13-го провалился в трещину? С тех пор Лоренс не ходит, из дома не выходит 13-го, понял? В году мы в пятницу 13-го на Кан зашли. Мгм. Всё нормально. Ну как, один человек потерялся потом? Нет, один человек потерялся, это, во-первых, не из нашей команды, во-вторых, он пошел не в пятницу 13-го, а в субботу 14-го. Мгм. Парад принимать. Равнение налево. План Оклемухи у нас был такой. В первый день дойти до лагеря 1 на 5100 и переночевать. Во второй день, минуя лагерь 5300, подняться на 5600. Здесь будет лагерь 2. Переночевать и спускаться в базу. После 2 дней отдыха идти на восхождение с ночевками 5100, 5600 и 6300. Через ледник Москвина мы в прошлом году ходили в кошках. Нынче такой необходимости не было. Лед покрыт мелкими камушками и хорошо держит сцепление. Я шел в трекинговых ботинках, а кое-кто даже в кроссовках. Это весьма полезная опция, так как ты после акклиматизационного выхода можешь оставить все железо в первом лагере на 5100 и не таскать обратно на базу. Надя слегка отстала, потому что решила одеть каску. Опыт подсказывает. После ледника Москвина тропа поднимается на плато 4500. Там мы устроили первый привал. Миша, надо зарядиться. Слишком много кислорода. Надо его уменьшить. Шкалы не хватает. Мерили сегодня? Этим, нет? Да, мерились. Что показывает? 88, 85. То есть так же, да, как вчера? Ну 88 это хорошо. Ну вот он и уменьшает. Уравнивая с остальными участниками. Руслан доверил мне быть лидером. Прямой и то. Я забежал далеко вперед и решил присесть отдохнуть, а заодно познакомить вас с участниками нашей команды. Ну, хотя бы с теми, с кем вы еще не знакомы. Вот идет Руслан, твой гид в мире гор, который затеял всю эту авантюру. Да, друзья, присоединяйтесь и помните, с твоим гидом в мире гор вам доступны любые вершины. Руслан в свои 34 имеет большой опыт работы гидом, инструктором и опытным напарником. В 31 стал снежным барсом, распечатав в сезоне 2019 пик победы. Руслан по совету Конфуция сделал любимое занятие альпинизм своей работой. И теперь только и делает, что отдыхает в горах. Да, кстати, и не только в горах. В Антарктиде метеориты собирает, на воздушном шаре летает. Ветер стихает. Начинаем поиски. Не сочтите за рекламу, мне просто интересно, что можно предпринять, когда неохота работать. Вот Алексей. Алексей плотно увлечен горами.
И каждый год не по разу ему удается в них побывать. Аконкагуа, Монблан, Арисаба, Ленина, Хан. Как говорят у нас в Перми, счастье не за горами, счастье в горах. Всем удачи. Сергей, не путать с Серегой, 2 года назад похудел на 80 килограммов и пошел в горы, и успешно в них поднимается. Эльбрус, Ленина, Белуха, теперь вот Памир. Привет, Сергей Райхи из Соликамска с любовью из гор Памира. Силы воли и упорства Сергею не занимать. Что я еще могу сказать о человеке, который смог похудеть за год в 2 раза? Ну тяжело, мне тяжело, да, но интересно. Все, я готов ходить еще. Ну и Ирик, несмотря на то, что у него скоро жена родит ребенка, он все равно смотался сюда на Памир. Да, осталось 15 дней. Ассаламу алейкум из солнечной Башкирии, ребята. В этом году первый выезд в серьезные горы. Всем удачи! Супер, вот такая у нас команда, дружная. За эти дни успели подружиться. Вот догоняет нашу группу Саша Семенов, наш второй гид. Он в прошлом году распутал тут и Корженеву, и коммунизма. О чем он нам потом в фильме расскажет. Друзья, ждем вас в нашем высокогорном кружке. Присоединяйтесь. Взлет в кулуаре был достаточно крутой, и мы ползли как улитки. Зато позади открывался великолепный вид на пик коммунизма, пик Кубертена и ледники, текущие между ними. Вскоре показалась площадка, на которой грех было не остановиться на привал. Попить чаю, подождать отстающих и послушать байки от Руслана. У нас в Екатеринбурге есть 2 интересных товарища. Это Иванов Алексей и Петлицын. Вот Петлицын погиб на Победе, без вести пропал несколько лет назад. Так вот они в свое время ходили все горные походы. И вот у них у двоих не хватает только пика Победы тоже до Снежного Барса. Но ходили они очень удивительным образом. Они ни одну из этих гор не ходили по классике. Они, значит, походом собирались откуда-то там, поэтому по бомж-пакету на 30 дней груза, еды, газа и так далее. И где-то там с той стороны, черт его знает откуда, залазили на эту Корженеву, шли по какому-то гребню, где-то там ночевали, то ли на вершине, то ли перед вершиной. Переваливали через вершину и сваливали сюда. На коммунизма ходили с плата Правды. Как они туда заходили, через ледник Федченко или что-то такое. То есть это такие горные туристы, которые уходили вот на 20 дней через плата Правды. Алексей мне рассказывал, как они палатку перевалили через пик коммунизма, сил не было. Поставили палатку вот прямо вот здесь на склоне у лопаты на 7300 или там 7400. Вот так вот люди ходят. Это не мы, блин. Всякие портеры, палатки установленные, вертолеты, душ, да-да, постельное белье и горы. Вот такие товарищи. Далее нас ждал гребень с парочкой веревок и с элементами скалолазания. А после перевала нам открылась вот такая картина.
Вместо вяло текущего ручья, который был тут в прошлом году, вот посмотрите сами, тут был ручеек, порой без воды даже. Вместо вяло текущего ручья перед нами шумела грозная река, которую на первый взгляд перейти, не замочив ноги, не представлялось возможным. К тому же каждые 5 минут с ледника срывался град камней, которые простреливали всю ширину кулуара. В прошлом году тут иногда сыпало, но только после обеда и в 100 раз менее интенсивно. Ко всему прочему, наша группа изрядно растянулась, и каждый теперь был сам за себя. Стоя наверху, я размышлял. Кто-нибудь засыт и повернет назад? А вы как думаете? Напишите в комментариях. Интрига. Самое время завершать вторую историю.